Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и сад Александра. В этом видео хочу рассказать о том, какие сорта и гибриды ультраранней и самой ранней, и к тому же стрессоустойчивой капусты буду выращивать в этом году. Обычно раннюю капусту я выращиваю в парнике. Чтобы получить урожай пораньше, практикую выращивание капусты через рассаду. Но ранней капусты я сажаю немного, мы не успеваем ее съедать, и она быстро перерастает. Но учитывая то, что ультраранняя и ранняя капуста – это практически один из самых первых свежих овощей, не считая зелени, который идеально подходит для первых свежих салатов и овощных супов, это первые витамины с весенней грядки, я очень рекомендую посадить хотя бы десяток разных капусточек и наслаждаться ее вкусом уже в мае. Почему именно ранняя капуста так важна в весеннем рационе? Секрет довольно простой. Мы выходим из зимы. Там было мало света, мало солнца, мы подрастеряли наши гормоны счастья, молекулы которых строятся с обязательным присутствием серы. Не будет серы, не будет счастья и хорошего настроения. Так устроен человеческий организм. А вот ультраранняя и ранняя капуста – это прекрасный источник серы, которая легко усваивается и сразу берется за строительство молекул дофаминов. Вот поэтому я обязательно выращиваю ультрараннюю и раннюю капусту. Перед тем, как начать обзор лучших и самых урожайных сортов и гибридов ультраранней и ранней белокочанной капусты, хочу попросить вас поставить лайк этому видео и поучаствовать в обсуждении этой темы в комментариях. Многие зрители здесь находят своих друзей, единомышленников, делятся опытом выращивания капусты и других овощей. Присоединяйтесь! А теперь перейдем к обзору лучших сортов и гибридов ранней капусты, которую я буду сеять, высаживать и выращивать в этом году. Первая в моем списке – Jetador F1. Капуста Jetador – это ультраранний гибрид селекции голландской компании Syngenta. Широко известна среди огородников благодаря еще одному завоевавшему внимание огородников сорту капусты, но позднему – агрессору. Jetador тоже их детище, но очень ранняя капуста, у которой период созревания составляет всего 46-48 дней. Эта капуста прекрасно переносит стрессовые погодные факторы, что, согласитесь, весной немаловажно, потому что весенняя погода редко бывает устойчивой. То подморозит, то ветрами задует, а то и вовсе сильными дождями зальет. Капризная погодка. Но мы-то ведь знаем, что плохой погоды не бывает, а бывает просто плохое настроение. Ультраранняя капуста – очень требовательная культура. Если хотите получить хороший урожай, должен быть качественный, хорошо удобренный грунт и регулярные подкормки азотными и калийными удобрениями. Головки капусты Jetador F1 по весу не очень большие, до 1,5 кг. Но главное ее достоинство – головки очень мясистые, листья плотно прилегают друг к другу, а прожилки клетчатки, формирующие структуру капустного листа, тонкие и нежные. Jetador можно выращивать и в открытом грунте, и под пленочным укрытием. Она устойчива к растрескиванию, грибковым заболеваниям, фузариозу, различным гнилям и трипсам. Учитывая короткие сроки хранения ультраранних головок капусты, вы вполне можете продлить ее жизнь, используя урожай не только для свежего употребления, для продажи на рынке, но даже и для квашения, что, согласитесь, для ранних сортов капусты чрезвычайная редкость. Под вторым номером капуста Golden Ball. Это тоже ультраранний гибрид, но селекции корейской компании Nongwoo Bio. Растение имеет очень короткие сроки созревания – 48-53 дня. Неприхотливо к условиям выращивания, головки одинаково хорошо вяжутся и в открытом грунте, и в теплице. Golden Ball не боится перепадов температур, не боится кратковременных заморозков, хорошо растет даже на влажных почвах, там, где другие капусты не очень хотят расти.
Вес капустных головок колеблется в пределах от килограмма до килограмма 200 граммов. Головки плотные, однородные и по форме, и по содержанию. Урожай хорошо транспортируется, но хранится, к сожалению, недолго. Капуста Golden Ball устойчива к фузариозу и растрескиванию. Это отличный выбор для свежих салатов, для продажи в свежем виде на рынке. Почему я буду выращивать ультрараннюю капусту Golden Ball? Потому что она неприхотлива и долго сохраняет товарные свойства. Ее не повреждает транспортировка, головки не растрескиваются, даже если капуста уже переросла. Под третьим номером Parel F1. Это тоже ультраранняя капусточка селекционной компании Bedje Zaden, Нидерланды. Высадив рассаду в грунт, вы уже через 50-55 дней сможете срезать молодые сочные головки и готовить из них свежий салат, делать голубцы и овощное рагу, печь пирожки с капустой и прочие вкусности. Почему я буду высаживать Parel F1? Думаю, вы знаете, что практически вся ранняя и ультраранняя капуста не может похвастаться высокой урожайностью. Головки часто бывают рыхловаты, листья прилегают неплотно, поэтому урожайность и страдает. Но только не в случае с посевом и выращиванием этого гибрида. Фермеры, посадив эту капусту, собирают урожай до 450 центнеров с 1 гектара. Культура отличается очень высокой урожайностью. Как посадить? Самый правильный и быстрый способ для хорошего результата – вырастить рассаду и уже затем высадить ее или в теплицу, или в парник, или в открытую почву. Но для южан есть еще более простой путь – посеять семена этой капусты прямо в грунт, хорошо полить и ждать всходов. Растение очень неприхотливо, хорошо переносит похолодание, но как только начинается резкое потепление, капусту нужно регулярно поливать. Средний вес головок достигает 1,5 килограмм. Структура клетчатки достаточно плотная, в разрезе капуста имеет желтовато-белый цвет. Ультраранняя капуста Parel очень вкусная, прекрасно подходит и для свежего употребления, и для продажи на рынке, она хорошо транспортируется и даже для довольно длительного хранения. Головки могут хорошо лежать около месяца. Еще один раннеспелый представитель сортов капусты, который есть в моих планах посадки, это Zarissima. Вегетационный период длится всего 45-50 дней. Головка начинает завязываться уже тогда, когда растение весит всего полкилограмма. Качан небольших размеров, но масса головки может быть вполне приличной – до 2,5 кг. Zarissima в моем списке сортов ультраранней и ранней капусты к выращиванию потому, что она отличается высокой устойчивостью к грибковым инфекциям, хорошо транспортируется и не растрескивается при созревании. Выращивать этот гибрид ранней капусты можно как в открытом грунте, так и в теплице или в парнике. Но под пленочным укрытием вы получите урожай минимум на 2 недели раньше. 2-3 раза в период выращивания Zarissima нужна полноценная подкормка. Полив периодически, она не любит ни засуху, ни переувлажнение. И напоследок еще один сорт ультраранней капусты под номером 5, который заслуживает внимания. Это белокочанная ультраранняя капусточка Эльза. Автор селекции – корейская компания Asia Seed. Эльза будет готова отправиться в свежий салат спустя 52-55 дней после посадки. Ее можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Чем она мне нравится? Само растение очень компактное, а это, согласитесь, в условиях посадки в теплицу чуть ли не главный козырь. Много места не займет, листья на метр не разложит, а вилок за 50 дней вырастет вполне приличный, около килограмма 200 граммов. К тому же белокочанная ранняя Эльза не боится ни перепадов температур, ни кратковременных заморозков. Она не подвержена грибковым заболеваниям, что очень важно при выращивании в теплице. Плоды имеют хороший вкус, прекрасно сохраняются в открытом грунте. Эту капусточку можно использовать и для свежего употребления, и для всевозможных запеканок и рагу.
Ну а теперь о важных нюансах посева и посадки ультраранней и ранней капусты, на которые хочу обратить ваше внимание. Первый раз семена капусты на рассаду я посею в феврале, чтобы высадить ее потом под пленку. А второй раз можно посеять в начале апреля и затем высадить готовую рассаду в открытый грунт в мае. Ранняя капуста хороша как промежуточная культура. Перед посадкой капусты выберите хорошо освещенный участок, обильно полейте ямки, в которые будете высаживать капусточки, а после посадки обсадите ультрараннюю капусту бархатцами, и тогда ей не страшны многие летучие вредители, насекомые. Они ее просто не унюхают, ведь запах бархатцев довольно сильный и вполне может замаскировать легкий флер ранней капусты. Техническая спелость ультраранних сортов капусты наступает уже через 50-60 дней после всходов. После сбора урожая на ее месте можно посеять еще и другие скороспелые овощи, но только не из семейства крестоцветных. Спасибо за просмотр! Не забудьте о подписке на мой канал и нажмите пальчик вверх под видео. Заранее спасибо!